Всем привет, друзья! Вы на канале Nano Brawl Stars, с вами Лана, и сегодня мы вместе с Алексом и Кубиком запускаем обучающую серию видео с максимально ценными советами и фишками для игры в каждом режиме. Так что внимательно слушайте и попробуйте придерживаться этих советов со своими друзьями, а потом пишите свои впечатления в комментарии. Всем приятного просмотра! Доброе утро, ребят! Помните, мы как-то создавали с вами таблицу тир-листа? Да, конечно. Так вот, сегодня мы будем создавать такую же расширенную таблицу, где не просто будем оценивать героев, а выбирать самых подходящих для каждого режима и для вашей любимой карты, одного из вас. И каждому нужно будет подобрать по бойцу, к нему гаджеты, снаряжение, звездную силу и какой-то микросовет для наших зрителей, как играть на этой карте и в этом режиме. И сегодня давайте попробуем, как вообще зайдет нам этот формат на киберспортивных режимах. И если вам понравится, сделаем такой же разбор для всех остальных режимов, например. Давайте, первое у нас это гемы или захват кристаллов. Лёш, скажи, какая у тебя любимая карта здесь? Hard Rock Mine или Роковая шахта на русском языке. Супер. И давай, Кубик, 3 бравлера для этой карты. Я бы попробовал сыграть Пайпер на миду, и Рикошет на лайне, и Рафс еще на втором лайне. Лёш, согласен с таким выбором? Конечно, я с Кубиньо согласен. Хорошо, теперь давайте на Пайпер гаджеты, снаряжение и звездную силу. Ну, у нас Куб играет в команде на Пайпер, поэтому его выход. Ну, гаджет по дефолту второй, чтобы добивать персов, а то первый useless, так как он просто откидывает. Ты не сможешь на такую дистанцию просто даже гаджет юзнуть, так что гаджет второй. Снаряжение. Дайте я гляну. Ну, тут скорость по-любому. Я бы выиграл дамаг или на Vision, так как это новый Gears. Плюс ты даешь тыку, и на 2 секунды ты видишь противника. Я бы попробовал разочек, конечно, я не знаю, мы не тестили, но просто ради интересно, я думаю, он может быть в мете. Звездная сила Кубич. Первая, конечно. Она в кустах плюс за 700 дамага, типа, это очень сильно решает. Хорошо, Алекс. И вот, хотя нет, давайте следующего. Рафс. Ну, гаджет. Гаджет первый, так как там может быть тот же рикошет против тебя на лайне, он просто защитит тебя от пару тычек. Просто по старке тоже первое. Для раскрытия как раз Пайперу нужна раскрытая мапа. По снаряжениям скорость. Тут всегда, когда есть кусты, просто берите скорость и на дамаг снаряжение. Алекс, давай ты сделаешь Рика. Так, на Рика берем первую старку на отскоке, чтобы была больше дамага, типа скорость нам не нужна. Гаджет берем второй на отхил, а по гаджетам скорость в кустах и щит. Снаряжение, не гаджет. Снаряжение. Хорошо, и давайте общую какую-то фишку игры на этой карте и вот в этом режиме. Ну, за рикошетом можно идти на левый лайн, так как ему удобнее будет всего там. Плюс хилиться тоже намного удобнее. Угу. И за Рафса. Сейчас я открою по фасту мапу. Да все зависит от пика противников. Если у вас такой пик, Рафс, Рика, вы просто должны меняться в зависимости от того, какие бравлеры стоят у противника на лайнах. И все. Это, я думаю, Куб со мной согласится, это один из самых сильных пиков сюда. Да, конечно. Он любой пик. Кубик, на какой карте бы ты сыграл в футбол, например, сейчас? На игольной ушке. Или Pinhole Punt на английском. Хорошо, Лёш, давай ты тогда подбирай бравлера. Так, карта турнирная, кстати, новая, добавили на чемпионате. Pinhole Punt, игольное ушко. А первым пиком берем сюда, я думаю, Ворона на мид. Так как дает очень хороший вижен в кустах и контроль. Вторым пиком берем Рикошета для контроля. И что-то нужно сплэшовое. Либо сплэшовое по типу Сэнди, либо Фэнга. Вот так. Давайте пусть Фэнг будет. Угу. Ворон на Рика Фэнг. Давай, Кубик, ты соберешь Ворона полностью, снарядишь. Давайте начнем с гаджета. Пикаем по-любому второй гаджет, так как первый давно не в мете. Просто берешь там, попадаешь по 2 противникам и фризишь, например, и там тебя подсаппортят, ты их убьешь. По старке первая, так как вторая также не юзается вообще в турнирах. Там первая снизит дамаг, если не ошибаюсь. И по герсам скорость обязательно, так как тут full mid в кустах. И дамаг, скорее всего, можно взять. Или тот же Vision, вдруг он поможет.
Теперь Рико. На рикошета. Ну, на рикошета так же, как на кристальной шахте. Первая старочка, второй гаджет и герсы скорости и дамаг. Давай сразу Фэнк. Очень сложный персонаж. На Фэнк я бы взял... В зависимости, конечно, кто против вас играет. Если играют танки или персыл, которые с одной тыки очень большой дамаг, берите вторую старочку, так как щит снизит даже, возможно, до 90% его дамаг. Или если там лоу хп персы, берите обязательно первую старку, так как вы с ульты просто их добьете, плюс нафидите себе вторую ульту. По гаджету обязательно второй, так как можете ультануть, например, и если не хватает тык, то зафризите типа на полсекунды, и у вас может откадашься тыка, вы его добьете. По герсам также скорость и дамаг. Ну и давайте какую-то фишку, которую как раз вы сможете сейчас потестить, например, в футболе. Вот трикшотики. Обязательно надо трикшотики в нынешнее время. За Мортиса еще. Фишка, я думаю, нужно с помощью ворона сразу забрать мид. Сразу у вас есть снаряжение на скорость в кустах. Ворон сам по себе очень быстрый перс. Вы с помощью его скорости забегаете в кусты, занимаете контроль. И просто Рика с Фэнгом продавливает лайны. И все. Дайте потихоньку, забили один гол, сидите, АДФ играйте, все. Думаю, примерно вот так. Согласны со мной, Кубиньо? Конечно, согласен. Хорошо, давайте сейчас проведем краш-тест этой сборки с вашими советами. Прямо сейчас футбольчики. Так, следующий наш режим — это горячая зона. Давайте выберем какую-то карту, любимую карту кубика, например. Ring of Fire, моя любимая. Не знаю, если честно, как она на русском будет. Огненное кольцо. Во. Дай по фулу куб. Можно Бель на миду пикнуть. Еву на правом или на левом лайне. И я бы еще взял Стю какой-нибудь, Сюрджи есть. Или Джанет сейчас. Джанет сейчас может жестко тащить. К сожалению, она в бане на турнирах, но когда нас освободится, то, думаю, может нормально раздавать. Хорошо, теперь давайте на Бель. Гаджеты, снаряжение звездных сил. Алекс? На Бель берем первую старку, которая дает там щит от попаданий. Это 100%. Потом снаряжение. Дефолт, скорость в кустах плюс дамаг. Самые такие must-have гаджеты. И снаряжение, извиняюсь, перепутал, понимаете. В Brawl Stars не каждый день играешь. Гаджет. И гаджет берем, конечно, ловушки. Занимаем контроль на миду, расставляем ловушки и все. Это первый гаджет, да, на Бель. И первый гаджет. Идем дальше, Ева. На Еву берем вторую старочку, имбалансную. Не знаю, зачем ее выпустили, она очень сильная. Перстак был сломан, а теперь еще и старка такой. Ну, его пофиксили. Снаряжение берем на дамаг и щит, потому что в кустах мы сидеть не будем, скорее всего. Потому что очень много воды, можно занимать контроль просто. И контролить вражеского лайнера. И берем гаджет. Первый. Чтобы сейвиться. Хорошо, а теперь Вольт. А на Вольта по старинке. Так, это вторая старка. Гирс, скорость в кустах плюс дамаг. Или щит куб, как думаю, еще лучше? Дамаг, скорее всего. Но он всегда лучше. Гаджет на
Куба, это какой гаджет сейчас, что... Первый. Первый, да, первый. Их просто поменяли, я еще не до конца запомнил. Первый. И теперь как людям играть вот с такой сборкой? Ну, тут есть даже два меда, я бы сказал, Эва и Бель. Типа, в зависимости от пика противника вы можете поменяться. И не забывайте, что у Бели есть такая фишечка, что она ходит по воде. Типа, надо воспользоваться этим. И все, потому что бегать, чилить по воде. Следующий режим — награды за поимку. Алексей, называй карту. Чё, Кубич, Shooting Star, да? Да, конечно. Я только хотел По сказать. дефолту, давай по дефолту. Shooting Star, падающая звезда, ребят. Карта древняя. На этой карте мистер Гуиле Легенда делал красивый мувик во время финалов. Не, там другая идея, там ларкейк. Там Layer Cake был, извиняюсь. Перепутал. А может Layer Cake поставить или... Да не, пофиг, пусть будет падающая звезда. Какой пик, Кубич? Нани Пайпер. Нани Пайпертик. Ну да, так сложно будет такой пик, конечно, взять, так как противники пикнут один из этих персов, но это самый дефолтный пик, самый хороший. Да, самый проверенный временем. Чё, раскидывай по фактам, Кубик, это баунти твое. А вы использовали такой пик на каком-то историков? Конечно. Мы этим пиком играли все время, пока не ввели вот эту систему новую драфтов. Мы играли все время, все играли только этим пиком. Никто другой, ничего не пикал, это один пик все. Хорошо. Давайте тогда Нани, гаджеты, снаряжение запомните. Гаджет. Ну, второй. Скорее всего, да, по-любому второй ТП вообще не нужен, так как ты не сможешь тпшиться на базу противников, тебя по-любому убьют. Старочка первая, чтобы если еще этой... Как она называется? Ну, ультой, короче, или пипом, чтобы ты смог убить противника, вдруг разгоняешься до нужной скорости. А по герсам, скорее всего, щит урон, так как тут кустов очень мало, очень, и все. Ну, на них такие вот делишечки. По факту. Пайпер. Ну, гаджет второй, чтобы добивать обязательно. Конечно, решает от пика противников, но тут никто танков, скорее всего, пикать не будет, только в крайнем случае. Так что гаджет обязательно второй на добивочку. Старка первая, так как там на лайне как раз 4 куста есть, и вдруг поймаешь тайминг, сможешь добить противника, не ожидая этого. И по герсам также щит и дамаг. И последний тик. Гаджет. Гаджет, скорее всего, второй. Мы играли даже и с первым, но второй по-любому должен быть лучше, так как вдруг ты останешься на лоу хп, щит тебя спасет. Старочка первая, чтобы вдруг по тебе дали тыку, и сразу летит вторая. Ты, если не ошибаюсь, даже успеешь подхилиться, там очень быстрый хил. А герсы, ну, также дамаг, щит. Думаю, так как кустов там очень мало, и там сложно даже сидеть на миду, тебе надо пока передвигаться. И фишка. Фишка игры. Ну, я думаю, Нани обязательно должны идти на левый лайн и Пайпера направо, так как другие, точнее, некоторые могут перепутать, и из-за этого могут даже слить каточку. Мы также делали, помню, когда мы не шли правильно, решили поменяться и из-за этого слили, так как было неудобно на лайне сидеть. Итого, ограбление. Берем карту какую? Штормовое кольцо. Которая вам не очень нравится, но она есть сейчас. Так, и наши бравлеры. Брок, Гриф и Ворона. Алексей, согласны вы? Да. Отличный выбор. Идем дальше. Гаджеты. Снаряжение и звездная сила для Брока. Ну, гаджет обязательно второй. Там есть еще, так как у нас пик на раскрытие, ты сможешь гаджетами раскрыть пару стеночек. Там на миду, например, я вижу, есть там пару стеночек. Старочка. Вторая на 4 ракеты, так как у Брока есть такая фигня, что после тыки остается огонечек, то как раз, чтобы дамажить сейф, нужно будут 4 ракеты, да и в целом, если против вас там перс с хп дофига, то у тебя хватит дамага, чтобы его убить. А по снаряжениям скорости дамаг, так как тут дофига кустов, и как раз будет отлично. В кустах всегда, да, выбираем скорость и дамаг. Если на карте есть там, ну, нормально так, кустов, то обязательно скорость. А второй гирс, ну, дамаг или щит, это дефолт, типа, как вам удобнее. Если кустов вообще нету, то дамаг и щит тоже. Хорошо, давайте Гриф. Ну, у него гаджет только один,
Выбор, точнее, не такой уж и большой. По старочке первой. Не знаю, если честно, что она делает, но всегда играем с ней. И... Она увеличивает скорость выстрелов. Типа задержку убирает выстрелов. А по снаряжениям, так как это перс, который сидит на лайне, то я думаю, скорость в кустах не нужна. Можно взять точнее, щит и урон. Плюс Брок раскроет, там кустов очень мало останется. И теперь Ворон. По вороне по дефолту гаджет второй, который замедляет при попадении там. И старочка первая, которая снижает урон. А по герсам, я думаю, тоже щит дамаг, так как Брок раскроет половину карты, и там кустов почти не останется. И, Лёш, как ты думаешь, какая вот фишка игры на этой карте будет в ограблении? Фишка до того момента, пока Брок не раскроет всю карту, нужно Грифу и Вороне просто держать позиционку, как-то пытаться не умирать, не набивать врагам ульты. Брок заходит на мид, раскрывает сначала один лайн, потом второй. И все. Гриф тоже свой лайн раскрывают, и ребята начинают давить потихоньку. И не выпускают просто с респы противников. Победа, правильно? Да. Хорошо, следующий режим у нас последний. Потом скажите, насколько вы вообще любите играть в нокаут? Если взять последние турниры, то вообще не любим. Да. Давайте сделаем от обратного. Худшую сборку для нокаута. Худшую. Да, смотрите, вам не повезло. У вас режим плохой карты, и сейчас вы под нее будете подбирать худших персонажей. Нормально, чё, кайф. О боже. Давай какую-то кринжатину наберем. Хорошо, давайте тогда танка берем. Бычок, примат и Биби пусть будет. Но мы можем выиграть сейчас даже таким пиком. Так мы и выиграем. Будет сложновато, конечно, но... Да не, халява. Так, у нас бык, Биби и... Был уже примат. Хорошо, давайте сборку на быка. Худшую, помните? Первая старочка, которая на перезарядку. Первый гаджет. По герсам второй. Какой второй? Как на русском это будет? Реально не знаю. Сейчас гляну. На просед кустах кубик? А, на здоровье. Так называется гаджет. И на Vision. На Vision. Четвертую, которую переделали. На приматика. Этот гаджет. На метеорик. Второй, который... чтобы раскрыть карту, чтобы худше было. Как скажешь, как скажешь. Старочка первая. Да-да-да. На огонечек, который. Чтобы не догонять противников. И герсы одни. Чтобы не догонять противников. И те же, на всех персах те же герсы будут, так как это худшие герсы в игре. А старочка на Биби? Гаджет. Давайте выберем второй. Так как мы даже ульту не нафидим, типа не сможем кого-нибудь заморать. Старочка на щит. И герсы одни и те же. На хил это какая кубиню? На щит. Старка. Вторая. Боже, а кому-то этим играть, представь. Вам этим играть. Хорошо, давайте же посмотрим, как вы сейчас справитесь, и потом мы поймем, какая фишка игры, в принципе, с таким раскладом.
Так, ребят, всем спасибо за просмотр. Попробуйте наши сборки. Всем до скорых встреч. Всех мы вас любим, целуем. Всем пока.